Давайте теперь разберем конкретные симптомы, такие заболевания, как фарингит. Вот смотрите, фарингит – это связано заболевание с горлом, покраснением горла. Да? Когда у ребенка красное горло, он кашляет. О чем это говорит? Это говорит о том, ну, вы знаете, область горла – это что? Мы уже знаем, да? Это какие-то невысказанные слова, он чего-то не может высказать. Ребенок не может высказаться. Красное горло, кашель говорит о том, что он подавляет какие-то чувства и эмоции, он не может высказаться. Возможно, в семье не обращают на него внимания, обижают ребенка, не слушают его, подавляют его личность. Ребенок, конечно, он еще маленький, он еще не настолько осознанный, чтобы понять это. Но тут работает психосоматика. Горло начинает показывать симптомы, да, покраснение, кашель, и в результате ребенок заболевает. Кроме того, это может быть, например, когда в семье какая-то тягостная обстановка, натянутая обстановка. Ребенок, конечно, это чувствует. Когда родители, например, между собой не высказываются, да, отец, например, с мамой не разговаривают, какие-то у них натянутые отношения, что-то не договаривают. И ребенок это, конечно, чувствует. Дети очень чувствительные. Ну, вообще мы все чувствуем это. Мы это считываем. Дети, особенно в таком возрасте, до 5-7 лет, они просто находятся в состоянии, альфа-состоянии, как состояние гипноза. Они все записывают. Подсознание записывает все, что с ними происходит. Вот. Идет программирование ребенка. Естественно, они все очень хорошо чувствуют. Поэтому нужно очень внимательно понять, какая ситуация в семье. И ребенок своим красным горлышком, кашлем, он как бы маме сигнализирует: мама, обрати на меня внимание, удели мне внимание. Мне не хватает твоей любви и внимания. Вот. Поэтому, в общем, тут надо, конечно, уделить ребенку внимание, приласкать его, дать ему заботу, понимаете, поговорить и постараться разрядить эту ситуацию, которая там существует в семье. Бывает так, что мама холодная по своей природе, холодная и сдержанная, то есть она просто не говорит свои, не высказывает свои чувства, свои эмоции. И это тоже, конечно, влияет. Ребенку нужна ласка и забота. Вот. Бывает так, что, например, мама не ладит с другими людьми, скажем, со свекровью, там, с бабушкой, со своей матерью, близкими людьми, членами семьи. И, естественно, ребенок тоже считывает этот конфликт и болезненно на это реагирует. Кроме того, идет программирование. Часто вот родитель совершенно неосознанно, мама говорит ребенку: не пей холодную воду, а то горло заболит, одень там шапку, а то простудишься, да, то есть мама неосознанно программирует ребенка, и в результате у него возникают такие симптомы, потому что идет такая программа. Ну, понятно, да? Давайте теперь разберем другой симптом – трахеиты, бронхиты. Смотрите, трахеит, бронхит – это связано заболевание с дыхательной трубочкой, да? Дыхательная трубка. Вот. И это связано с территориальными конфликтами, то есть как бы кто-то нарушает мои личные границы, мою территорию, посягается на мою территорию, буквально дышит на моей территории, да, потому что это дыхательная система. Это конфликт, невозможность ухватить дыхательный кусок, да. Вот. И чем глубже этот конфликт, тем глубже будет идти вот этот симптом по дыхательной трубке, глубже и глубже, вот, углубляться.
по этой глубине дыхательной трубки. Поэтому у кого-то будет симптом трахеит, а у кого-то будет бронхит, а у кого-то даже появится астма. Да? То есть это зависит от того, насколько сильно реагирует ребенок на эту ситуацию, потому что мы все разные, у нас у всех разные реакции, да, на ситуации, помимо того, что ситуации могут быть разными. И тоже психоэмоциональная именно окраска ситуации может быть разная. А, Как ребенок реагирует на эту ситуацию, тоже может быть разным. Поэтому могут возникать разные симптомы. Вот. Далее. И, конечно, от ситуации в семье. Вот. Поэтому, как я уже говорила, понятно, да, что нужно эту ситуацию постараться разрядить этот конфликт. От чего возникает астма? Когда ребенок, вот смотрите, астма – это ребенок, человек не может захватить как бы воздух, он начинает как бы задыхаться, да? Это нежелание ребенка находиться там, где он находится в данный момент. Например, какая-то невыносимая ситуация, невыносимые условия, в которых находится ребенок. При этом не обязательно, опять-таки, должны быть какие-то конфликты. Может быть, просто, как я сказала выше, какая-то натянутая, гнетущая ситуация, непереносимая ситуация в семье, от которой ребенок как бы задыхается, да? Родители молчат, родители не общаются. Вот. И в результате этот фактор как бы давит на ребенка, и он чувствует эту ситуацию в семье. Ребенок может даже почувствовать стресс от малейшего повышения голоса на него. То есть, когда просто на него повысили голос, и он мог почувствовать это как насилие над собой. Вот. Далее он, конечно, может испугаться. То есть астма – это на самом деле все заболевания дыхательной системы – это страх. Страх, что я задохнусь, мне не хватает воздуха. В общем-то, это очень глубокий конфликт смерти. Если я задохнусь, то я умру. Да? Этот конфликт смерти. Вот. Также может возникнуть и пневмония. Пневмония – это тоже конфликт, связанный, это легкие, тоже уже когда глубоко ушло, да, вот это воспаление вниз по дыхательной трубке и дошло до легких. Легкие – это страх смерти. Вот. Когда человек не может захватить воздух, возникает такой вот просто сразу биологический конфликт в коре мозга, который отвечает за конфликт страх смерти. Страх, что человек задохнется. Вот. Поэтому очень важно понять, какой это конфликт. Какой конфликт, какая ситуация в семье, да, и в каком состоянии находится мама или родители. Когда мы делаем проработку, то мы выясняем это в первую очередь. Мы работаем с мамой. То, как себя чувствует мама, какая у нее ситуация во время, в период или до заболевания ребенка, это сказалось на ребенке, на его здоровье. Вот. Все конфликты, которые происходят в семье, они влияют на здоровье ребенка. И пока он не будет разрешен, ребенок не сможет полностью восстановиться.
Вот, даже если ему становится немного легче, но это не будет полное выздоровление. Поэтому очень важно для родителей быть осознанными. Вот. Поэтому простудные заболевания – это сразу сигнал, что какое состояние у мамы и какая ситуация в семье, какая атмосфера в семье. Вот. Опять-таки хотела поговорить о том, что иногда мы невольно даем нашим детям установки. Ну, например, если ты будешь хорошо учиться, то ты молодец. Если ты получишь там пятерку, будешь отличником, у тебя не будет четверок или там троек, то ты там получишь что-то. Тем самым ребенок начинает зарабатывать любовь мамы или папы, понимаете, зарабатывать ее. Он взваливает на себя какие-то обязательства. Ну, мало того, что это программирование, вы знаете уже, программирование, когда я должен, когда ребенок начинает делать что-то, потому что он это должен, да, а не хочет, то это уже будет программирование надолго, можно сказать, на всю жизнь, да. Кроме того, это скажется на его здоровье тоже, потому что когда ребенок не испытывает безусловной любви от родителей, то, конечно, это скажется на его здоровье. И он, если он не справляется с этой ношей, то он будет себя чувствовать еще и виноватым. А еще у него возникнут обиды, да, что на него нагрузили такую ношу, с которой он не справляется. Поэтому нужно дать ребенку безусловную любовь, постараться понять, что ребенок просто, ему нужна эта любовь, чтобы быть здоровым и счастливым человеком. Вот. И не взваливать на себя вот эту ношу, которую он будет потом тащить всю жизнь. Надо принять его таким, какой он есть, со всеми особенностями его характера, непоседливый, невнимательный, непослушный, забывчивый, какой угодно. Он уникальный. И надо помнить, что любая душа приходит с талантом, каким-то талантом. Постарайтесь помочь ребенку найти его талант. Вот, пока он, чем он моложе, тем лучше, пока он, так сказать, проявляет свои наклонности, особенности своего характера. И подавайте ему пример своим поведением, не нравоучениями, а поведением. Вот. Поэтому вот хотела еще зачитать вам, какие бывают установки, которые дают родители своим детям совершенно неосознанно, но которые могут сказаться на здоровье ребенка. Будь лучшим. В результате ребенок перестает получать удовольствие от того, что он делает, и стремится к какому-то вот этому совершенству, быть лучше всех. Будь сильным. В результате ребенок, взрослея, начинает бороться все время, где бы он ни был, да, чтобы быть сильным, тем самым взваливая на себя, всякую непосильную ношу. Дальше. Старайся, трудись. Знаете, что в результате ребенок программируется на бесконечную работу, ради работы. То есть не на удовольствие, а ради работы, без отдыха. Жизнь ради работы, можно сказать. Далее, двигайся быстро. В результате ребенок начинает постоянно торопиться, куда-то спешить, куда-то торопится.
Но иногда, наоборот, замедляется и тормозит, да, чтобы как-то все осмыслить. А вот радуй меня, радуй других. Родитель говорит, да, ну порадуй нас, порадуй бабушку, порадуй там папочку. Вот. В результате ребенок начинает радовать других, но не себя. Вот подумайте, а вы говорите такое ребенку? Пусть будет таким, какой он есть. Ну, конечно, мы стараемся мотивировать ребенка, да, но вот такая мотивация, к сожалению, приводит к печальным последствиям. Вот. а, Таким образом, а, старайтесь также программировать себя. Вы как мама, программируйте себя на позитив. Говорите, я люблю жизнь, мне хорошо, я могу дышать полной грудью, мне безопасно дышать. Потому что наше бессознательное, оно старается нас всегда уберечь от опасности. И когда мы говорим, что нам безопасно, и радоваться, и получать удовольствие от жизни, и дышать полной грудью, все что угодно, разрешайте себе, то тем самым мы программируем себя, естественно, мы повышаем свои вибрации, свою энергию, и ребенок тоже это чувствует, он это считывает. И он тоже будет чувствовать себя хорошо и будет выздоравливать, если он в этот момент э, болеет. Вот, поэтому делать проработки, практики, медитации – это очень полезно. Если мама их делает, то и ребенок будет их делать, будет это чувствовать.